Если вы хотите знать, выполняет ли все свои функции данный мультитул от Nextool, который называется Mini Sailor, то есть маленький морячок, смотрим видео, там все подробненько, все по полочкам разложено. Всем привет! Как говорится, с пылу с жару, только почта мне его притянула, и я сразу же делаю на него обзор. Вот такой вот Nextool. Это модель Mini Sailor 11 в одном. Мне модель показалась удачная, потому что здесь есть небольшие плоскогубцы и еще более мелкие ножницы. Почему это удобно? В процессе рассмотрим, а пока, как видите, почта немножко его попинала. Название модели Mini Sailor 11 в одном. На мой взгляд, модель должна быть довольно-таки удачной. Она немножечко напоминает мне того Лезермена, которого я таскаю всегда на кармане. Это вот такой вот Squirt PS4. Возможно, сделаю обзор. Еще их можно купить, хотя уже не производят, очень удачная модель. А вот эти вот модельки производят. Стоят они недорого. От 15 я вообще урвал за 11 евро. Считаю, отличная цена для такой модели. Сталь у нас 420, 84 грамма весит, плюс-минус 5 грамм. Вот это вот странно. Давайте перевзвесим. Размеры 67 на 25 на 15. Довольно компактный. В комплекте у нас еще идет вот такая инструкция, если вдруг кто не сможет открыть ножницы. Инструкция на нож, тоже бесполезная штука, вот это полезная, впитывает влагу. По размерам, конечно же, он больше, но он все еще подходит для ношения на кармане. Производит довольно-таки приятное впечатление. Кстати, вот есть кольцо, за которое можно его носить. 84 грамма. Никаких плюс-минус нету, все точно. Моделька у нас идет разборная, если захотите разобрать, она идет на торксах. Качество плашек хорошее, насчет стойкости анодирования я не уверен. Соосность есть, буквально есть небольшой разброс в полмиллиметра. Правая плашка чуть-чуть выше. Для такой цены это, наверное, простительно, хотя всегда хочется, чтобы все было полностью идеальное. Давайте пройдемся по инструментам. Что у нас тут представлено? Нож. Нож как бы заполирован, он не глянцевый. Режущая часть 4 сантиметра 35 миллиметров. По остроте довольно острый, но такое впечатление, что недостаточно. Вот также нож соговский. Из упаковки не точился, но при этом использовался, и он, по-моему, более острый. От такого маленького размера, конечно, ожидать каких-то способностей сверх не стоит. Он должен резать. Какие-то мелкие работы с помощью него сможете сделать. Первый инструмент — зачет. И я решил сделать паузу и попользовался им буквально день для того, чтобы понять, можно ли его носить в кармане, насколько он удобен, и чтобы был вывод более, скажем так, обоснованным. На функционал это совершенно не влияет, но есть своего рода небрежность при изготовлении. Как вы видите, он везде в тонкую полосочку. Такое впечатление, что его где-то пинали. Следующий инструмент — это у нас будет открывалка. Второй большой инструмент. Показываю сблизи, чтобы вы поняли, что весь металл здесь обработан вот таким образом. Для его цены это, в общем-то, я думаю, проблемой не является, хотя его сейчас продают почему-то за 20-ку, там же, где я брал его за 11. Вот, смотрите. Ну, буквально за минуту, естественно, за 13 вы без проблем его возьмете. Открывашка у нас тупая, поэтому открыть вы, конечно же, консерву сможете, но немножечко с этим помучаетесь. Открывашка для бутылок стандартная, даже вот эти можно бутылку, я думаю, открыть, но вот этим будет немножко удобнее. Иногда она пригождается, когда создается, например, в какой-то банке вакуум, ее нельзя открыть, надо немножко поддеть, и она дальше легко откручивается. А вот для бутылок, если честно, не пользуюсь я таким. Чтобы было совсем понятно, продемонстрирую. У вас не открывается крышка, неважно, это вот детское питание, либо не детское питание, и вы с этим делом, скажем так, морочитесь, не можете открыть. Берете вот так вот, чуть-чуть делаете, слышите пшик. После этого любая такая банка открывается легко. В этом случае очень полезная штука, и здесь, вы видите, хороший захват идет. Нету консерв, к сожалению, которые без вот такой открывашки, поэтому да простит меня собака, я взял ее консерву. Не объективный тест, но давайте попробуем. Я удивлен, но вполне себе нормально открывает. Полностью открывать не буду. Несмотря на надпись Nextool, подозрительно, пока все идет хорошо. Далее идут ножницы. И первое, что вы замечаете, это вот такой QR-код. Вы думаете, там инструкция по применению? Нет, скорее всего, это какой-то идентификационный номер данного ножа. То есть, скорее всего, каждый нож имеет свой номер, иначе смысла вот этом я не вижу.
И вы можете проверить оригинальность. Хотя кто его будет подделывать? Довольно массивные, но короткие. Первое, на чем следует проверить, это вот такой вот небольшой паракорд. Если его обрежет, без проблем обрезала. Кстати, тонкие волоски абсолютно адекватно срезает. Ножницы здесь хорошие. Можно, конечно, еще попробовать на бумаге, но бумагу режут даже плохие ножницы. А давайте попробуем вот такую вот упаковочку. Ногти я, к сожалению, уже постриг, поэтому демонстрировать не буду. Проверял, работает. В крайнем случае можно также сделать данными ножницами маникюр. Единственное замечание, все тоже. Неопрятность. Видите, появляются небольшие царапины буквально после 20 открываний и закрываний. На функционал вообще никак не влияет. Ножницы годные. Далее у нас идет плоская отвертка. Тут, в общем-то, говорить не о чем. Если найдете плоский винт, вы его открутите. Таких винтов, к сожалению, мало. Или мне нередко встречаются. И за ней прячется вот такая вот штука, не менее полезная. Если вам что-то нужно сбросить, либо же вытащить из лотка сим-карту. Раз и извлекли. Довольно-таки полезная штука для такого городского мультитула. Единственное, что меня напрягает, это вот такое вот огроменное кольцо. На мой взгляд, нужно взять кольцо поменьше, потому что оно цепляется за инструменты. Жаль, нельзя спрятать вот это вот колечко, но вот так вот он меня бесит немножко меньше. Далее у нас идет крестовая отвертка. Зачем нужны вот эти насечки, я не знаю, но возможно они лучше помогают вгрызаться в винт. Давайте проверим. Попробуем закрутить вот такой крупный. Люфта здесь не наблюдается, вкручивает хорошо. Давайте возьмем более мелкий винт. По качеству он нормальный, и я думаю, у нас тоже получится его вкрутить. Это уже не так удобно. В крайнем случае, если вам что-то нужно открутить, даже если это будет под крестовую отвертку, вы сможете это все дело открутить. Да, такой же винт мы без проблем откручиваем, поэтому даже для некоторых радиоприборов вам может этот мультитул сгодиться. Плоскогубцы. Кстати, неплохие плоскогубцы, подпружиненные. Сведение у данных пассатижей не идеальное, но там буквально 0,1 доля миллиметров, и для такого мультитула можно простить. Немножко выделяется смазка. У меня на обзоре будет большой мультитул от Xiaomi. Более 100 раз вытирал. Здесь вот один раз вытер, и я думаю, хватит. Ну, может, еще раз вытру. Как можно протестировать такие плоскогубцы? В основном они нужны для того, чтобы поднять горячую крышку, вытащить какую-то занозу крупную. Ну, вот, к примеру, вот такая заноза вам в колесо попала. Вы ее раз и вытащили. Для каких-то серьезных работ, я думаю, его применять не стоит, только в экстренной ситуации, и вы понимаете, он может долго не прожить. Кстати, он может перекусывать. Если он перекусит вот эту открывашку, ему будет зачет. А вот и работа ему нашлась. Начинаем гнуть. Если вы пробуете вот так гнуть, не делайте так. К сожалению, губки данных пассатижей начинают расходиться в разные стороны, поэтому, сами понимаете, это не силовые пассатижи. Итак, кусаем. Еще подогнем. Без проблем перекусил, поэтому с небольшими проводами он также справится. Остается два вопроса. Где 11 инструментов и почему он называется морячок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пассатижи у нас, по идее, за 4 инструмента идут. Пускай перекусываем один, зажимаем второй, плоские губцы третий. И, скорее всего, вот это колечко, это еще один инструмент. И тогда у нас получается 11. А так, конечно же, тут по-честному 9 инструментов. Но, несмотря на цену, у нас все инструменты годные. Пассатижи нормальные, пин для открывания сим-лотков нормальный, плоская отвертка без претензий, крестовая откручивает, закручивает, ножницы режут и даже ногти стригут, паракорд режут, нож, карандаш стружит, открывашка открывает, консервы открывает открывашка. Получился довольно-таки удачный нож. Если вам нужен небольшой мультитул для задач, которые могут появиться в городе, беря вот этот мультитул от Nextool, Mini Sailor, мини-морячок, вы зря денег не потратите, потому что все функции, которые в нем присутствуют, они все рабочие. А это для мультитулов, я вам скажу, довольно-таки редко встречается.
Если встретите данный мультитул по хорошей цене, это от 10 до 14 евро, смело берете, он свою функцию выполняет. Рекомендую.